Владимир Путин, развязавший кровавую войну в Украине, убивший там 200 тысяч человек, продолжает трястись за свою собственную жизнь. Это он по телевизору страшный и дерзкий геополитик, ломающий гегемонию Запада. Реализовали проект «Антироссия». Ну а в жизни Путин параноидально испуган. Он боится буквально всего. Он боится посуды и еды. Везде он катается со своим термосом и пьет только из него. Он боится своих коллег. Их отсаживают на 6 метров и заставляют сдавать анализы перед встречей с Путиным. Без этого никуда не деться. Он боится обычных людей, передвигается с толпой охраны в бронежилете, а его кортеж длиной с кольцо Сатурна ни с чем не спутать. В городе, куда приезжает Путин, запрещают смотреть в окна, а в роли местных жителей стоят переодетые охранники. Он боится, сходить в туалет не дома. Журналисты обнаружили, что у Путина есть специальный человек, который ходит за ним с чемоданчиком. Туда складывают отходы жизнедеятельности президента. Это огромная работа. Путин боится буквально всего. В этом вся проблема. Пропагандисты рассказывают про победоносную войну с НАТО, что вот прямо на днях путинская армия завоюет Украину. Киев как таковой мы победили в первую неделю. На Вашингтон полетят ракеты, и мир будет подчинен Путину. Ну а по факту кладбище с тысячами мертвых зэков, трупы российских солдат, которые даже никто не забирает. Оккупацию небольшой украинской деревни преподносят как величайшую военную победу. А в это время уже в самой России каждый день что-то взрывается. То в Курской, то в Белгородской области, то беспилотник недалеко от Москвы обнаружится. Путин обожает сравнивать себя с великими предшественниками, приписывать себе историческую роль, будто он тоже храбрый полководец, готовый сложить голову в битве за Отечество. Не получилось. Очевидно, что это не вышло, не состоялось. Но ничего на самом деле Владимир Путин не собирается складывать. Он будет ездить на бронепоезде, строить себе бункеры и создавать зону отчуждения вокруг своих домов, чтобы, упаси Господь, с ним драгоценным ничего не случилось. А на верную смерть он будет отправлять других, обычных людей. Ему их не жалко. Так и есть. Война, само собой, повлияла и на путинскую паранойю. Сложно, на самом деле, сказать, насколько увеличилась толщина его бронежилета или сколько повторных проверок теперь проходит чай в его термосе, но кое-что спрятать невозможно. Посмотрите на эту фотографию, сделанную в январе этого года возле валдайской резиденции Путина. На ней запечатлен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1». Им можно сбить вообще все, что угодно в воздухе – ракету, вертолет или беспилотник. Еще один комплекс ПВО был замечен возле другой официальной резиденции Путина – Новоогарева. Вот снимки, такой же панцирь, как и на Валдае. На крышах нескольких зданий в Москве тоже установили ПВО. На крыше здания ГУВД Москвы, на здании Минобороны и на крыше бизнес-центра в Тетеринском переулке. Они установлены так, чтобы закрывать подлеты к Кремлю со всех сторон. Надо подойти к этому серьезно. То есть Путин реально боится, что пока он работает, в него прилетит ракета. И если вот эти конкретные комплексы, закрывающие Кремль и 2 официальные резиденции, еще можно хоть как-то формально обосновать, видите ли, стратегический объект, то вот этот новенький «Панцирь С-1», фотографию которого нам прислали, объяснить гораздо сложнее. Давайте посмотрим на эти снимки внимательнее. На фоне видны горы, это сильно сужает круг подозреваемых. Естественно, первым делом смотрим Сочи. Рядом с официальной резиденцией Бочаров-Ручей таких гор, понятное дело, нету. Смотрим Красную Поляну. Вот тут на фото за панцирем хорошо виден рельеф гор, и просеку тоже видно на склоне. Прогулявшись по панорамным картам Яндекса, мы без особого труда находим точно такой же вид. Вот деревья такие же вокруг, отбойник. Получается, что ПВО стоит вот на этой полянке вдоль дороги. Почему именно здесь? Очень просто. Развлекаться Путин любит тоже в полной безопасности. И делает это тут неподалеку. В километре от противоракетной установки стоит комплекс зданий, который формально вообще никакого отношения к президенту иметь не может. Все это 20 гектаров земли, 2 огромных дома, корпус для сопровождающих лиц, вертолетная площадка и даже собственный подъемник с VIP-кабинками. Это все по документам принадлежит «Газпрому». Но на самом деле
Это секретная зимняя резиденция Владимира Путина. Это место, где он катается на лыжах. Владимир Путин сделал несколько спусков по трассе горнолыжного комплекса «Лаура». Это шале построили к Олимпиаде одновременно с другим очень похожим шале неподалеку. Узнаете? Это зимняя дача Медведева. Из расследования «Он вам не Димон». Их даже назвали одинаково. У Медведева дом приема официальных гостей «Психака», а у Путина дом приема официальных гостей «Ачипсе». И у школе эти места так дороги сердцу Владимира Владимировича, что он аж ПВО вокруг расставил, то мы просто обязаны разобраться, что же там внутри. Благо, у нас и планы поэтажные главного здания есть. В доме всего 4 этажа, 2 под землей и 2 над землей. Общая площадь 3800 квадратных метров. На самом нижнем в основном помещения для персонала и технические помещения. Склады, подсобки, тамбуры, цеха и так далее. Сердечко сжимается от ностальгии, когда мы смотрим на комнату под номером 10.1. Помещение обработки яиц. Точно такое же есть в Геленджикском дворце Путина. На этом же этаже камеры-холодильники для рыбы и мяса, мучной цех, овощной цех, мясо-рыбный цех, холодный и горячий цеха, лаборатория зачем-то, камера для молока и отдельная кладовая для солений. Этажом выше, но все еще под землей, разместился холл с панорамным лифтом и огромный спа-комплекс. Тут бассейн, аквазона, соляная комната, паровая баня с солями, финская и травяная сауны. Есть помещение с загадочным названием «Каракала». Это такая гидромассажная ванна. И есть еще кнайп. Это такие небольшие чередующиеся ванны с горячей и холодной водой. Ну и, конечно же, любимые путинские развлечения. Контрастные бассейны и криокамера. Они есть во всех его резиденциях. Поднимаемся выше, на следующий этаж. На входе стоит пост охраны. В стороне небольшая комната для персонального помощника. Видим обеденный зал, а также 2 большие спальни с отдельными гардеробными и гостиными. Одна из спален на отдельном плане отмечена как женская. В ней есть трильяж. Это такой туалетный столик с зеркалами. А в другой спальне, видимо в мужской, есть полноценный кабинет. Еще на наших планах отмечено отдельное помещение под названием «Кухня ФСО», то есть кухня Федеральной службы охраны. Под нее планировали переоборудовать одно из помещений дома. Мы сейчас с вами рассматривали вот этот дом. Но после Олимпиады резиденцию расширили. В 120 метрах построили новый дом. В 2 с лишним раза больше, 8300 квадратных метров. Заглянуть туда одним глазком нам помогут закупки для этого дома, которые раскопали журналисты. Они нашли там рояль Николай II, названный в честь первого заказчика такого рояля. Стоимость почти 6 миллионов рублей. Есть еще одеяло из гусиного пуха за 140 тысяч, светильники с кристаллами Сваровски за 500 000, а также каминные часы тоже за 500 000. В общем, есть что охранять зенитно-ракетно-пушечным комплексом. Кстати, если у вас есть какая-то информация об этом доме Путина, ну или вообще о его коррупции, то присылайте ее нам обязательно. Вот как это можно сделать. У нас есть анонимный сайт, телеграм-бот и имейл. Ссылки на них вы также можете найти в описании к этому видео. Больше года Путин и его армия воюют с Украиной. Под рассказы о том, что в Украине процветает фашизм, сатанизм и вообще они по-русски говорить не хотят, Путин убивает сотни тысяч людей, бомбит мирные города, буквально уничтожает целую страну и целую нацию. И в этом безумном угаре Путину нет дела ни до чего. Ни до жизней невинных людей в Украине, ни до россиян, которых он сделал нищими и ведет на убой, ни до самой России, которую он превратил в абсолютно изолированное государство-изгой. У него есть миссия историческая, видите ли. Ну, чего ж там греха таить. И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Петр I еще боролся за то, чтобы, выйти к Азовскому морю. А пока льются реки крови и разрушаются жизни людей, он сам посидит в бункере или в бронепоезде, или покатается на горных лыжах, окруженный зенитными ракетными комплексами. Война войной, а отдых никто не отменял. Путин обожает сравнивать себя с Петром I, Александром III или князем Владимиром, намекая, что он их исторический наследник. Собиратель и защитник русских земель. Сражался за Россию на ратном поле. Но давайте смотреть правде в глаза.
Владимир Путин — это черная страница в истории нашей страны. Проворовавшийся, трусливый диктатор, которого мы обязаны остановить. Нет войне и свободу Алексею Навальному.